Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у меня разбор схемы. Многие просят чаще снимать узоры, чаще делать разборы, что я и делаю, потому что как только попадается на глаза интересный узорчик, а он на самом деле интересный, воздушные петельки, ромбики, веерочки, все это вместе выглядит достаточно симпатично. Вот таким образом, смотрите, я связала из ниток миксовых, то есть сочетание нескольких цветов. Всегда можно связать однотонным, а можно и цветным вариантом. Такой вот цветной принт. Предлагаю узорчик посмотреть, куда-то его применить и получать от этого удовольствие. У меня сегодня вот такая интересная схема. Это разбор узора. Предлагаю посмотреть. Подобное что-то у нас уже было. Это немножечко по-другому вяжется и достаточно интересно. У меня такие вот меланжевые ниточки, то есть микс. Несколько цветов собраны в одном месте. Они очень красивые, яркие. 4 воздушных петли набираем. Это я пока первый ряд, еще пока не узор. И в первую петлю делаем столбик с одним накидом. Провязываем колечко. Почему колечко? С колечком очень удобно делать расчеты. 1, 2, 3, 4. Очень удобно делать расчеты. Очень удобно начинать вязание. И вы не запутаетесь. 1, 2, 3, 4. Набираем таким вот образом, несложным, колечки. Набрала такую вот цепочку я, можно просто воздушные петельки. Я набрала нечетное количество, потому что у нас вертикальный узор, то есть в самом начале, в самом конце нам нужно провязывать просто столбики, так как это вертикальный узор, чтобы можно было поворачивать. Если рассчитывать на большую работу, значит четное количество колечек и плюс одно колечко. Начинаем вязание. В само колечко соединительный столбик провязываем 1, 2, 2 воздушные петельки и 2 столбика с одним накидом. Узор очень простой, но достаточно интересный. Предлагаю посмотреть и что-то потом связать. 3 столбика мы набираем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. Пропускаем одно колечко, и в следующее колечко мы вяжем такой веерок, который у нас будет вязаться все время. 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петельки и 2 столбика. То есть очень легко запоминающийся узор, очень легко. 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель, и опять одно колечко пропускаем, вяжем веерок из 2 столбиков и 2 воздушные петельки, и еще 2 столбика, и наш веерок готов. То есть у нас вот такой узор первого ряда будет. Вот он у нас такой несложный совсем, простенький. И опять повторяем. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем колечко и в самое последнее провязываем просто 3 столбика. Это как бы веерок, но в окончательном варианте. Вот. Теперь 2 воздушные петли подъема. Первоначальные столбики провязываем просто как столбики. В самом начале, в самом конце. Узор повторяем еще 2 раза. То есть нам нужно вот такие цепочки и веерочки связать еще 2 раза. Только теперь не 5 воздушных, не 6, а 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Там, где веерочек, провязываем веерочек. 1, 2. И еще 2. Делаем повтор. Вот такой узор у нас с вами должен получиться. 3 рядочка абсолютно одинаковых. И завершающий ряд нашего красивого необычного узора. 2 воздушные петли подъема, столбик с накидом 1 и 2, а всего у нас их 3. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь мы подхватываем все наши 3 воздушные арочки и провязываем под ними вот колечко, столбик с одним накидом. 1, 2, 3 воздушные петли. Здесь мы, конечно, все выровняем, все будет красиво. Разворачиваем вязание и на воздушных петельках провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2,
3, 4, 5. Провязали 2 воздушные петельки, 1, 2. Разворачиваем вязание, тот же самый ряд, который мы провязали, в другую сторону провязываем второй столбик, третий столбик, четвертый и пятый. Провязали вот такой вот квадратик. И теперь там, где наш веерочек, просто-напросто вяжем веерочек. 2 столбика, 2 воздушные петельки и 2 столбика. 1, 2. Вот такой симпатичный узорчик. Воздушные петельки у нас превращаются в такую вот красивую схемочку и такой узорчик квадратненький. Идем дальше. Дальше идет повтор, то есть после того, как мы с вами провязали веерочек, у нас опять воздушные петли. Что мы делаем? Вяжем 5. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Делаем накид, 3 пропускаем. И там, где у нас колечко в центр, провязываем столбик с одним накидом. И так, и так, чтобы все было красиво. Еще разочек. Ниточки чуть-чуть слоятся, такое тоже бывает, но ничего страшного. В колечко провязали столбик с одним накидом, упорядочили наши цепочки. 1, 2, 3 воздушные петли, разворачиваем вязание. И на той цепочке, которая у нас есть, вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. 1, 2, 3 воздушные петли, разворачиваем вязание и опять эти же столбики вяжем в другом направлении. И получаем очень красивый, интересный квадратик, ромбик, даже ромбик у нас получится. Вот такое нестандартное вязание, нестандартный узор, достаточно симпатичный. И наша задача вот такого плана будет. Вот. Провязываем наш веерочек. 1, 2, 2 воздушные петельки, 1, 2. И опять повтор узора, то есть узор простой, запомнить его может абсолютно каждый, повторить тоже. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Делаем накид, подхватываем все наши воздушные петельки и в колечко под ними провязываем столбик с одним накидом. 1, 2, 3, разворачиваем вязание и на цепочке из 5 воздушных петель провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание, простите, и провязываем наши столбики, которые у нас уже есть по факту. 1, 2, 3, 4 и 5. Провязали. Присоединяем к нашим столбикам, которые у нас уже есть. Вот у нас здесь 3 столбика. Вот. В самом начале, в самом конце 1 провязываем, 2 и 3. Вот, что у нас с вами получается. Конечно, нужно все воздушные арочки расправить. Узор еще пока может быть непонятен. С одной стороны, с другой стороны у нас вот такие идут веерочки и ромбики. Достаточно интересно, необычно, да? Что делаем мы теперь? Смотрите. 2 воздушные петли. Мы узор с вами уже связали, теперь будем вязать повтор. 2 воздушные петли подъема. 1 столбик и 2.
Вот. Теперь давайте посмотрим схему. По схеме мы провязали 1, 2, 3 рядочка, соединили. Вот мы сейчас с вами вязали 5 воздушных петель, соединили 3 воздушные петельки и сделали ряд в одну сторону и ряд во второй, веерочек. Все то же самое повторили. Теперь наша задача провязать 1, 2, 3 рядочка абсолютно таких же, как мы с вами вязали в самом начале, и потом завершающий ромбик, который будет соединять с узорчиком, который у нас уже есть. То есть мы делаем просто-напросто повтор того, что мы с вами уже и вязали. Провязали мы 3 столбика. Теперь мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ничего не трогаем, не соединяем, а просто через узор протягиваем ниточку, провязываем веер. 2 столбика и 2 воздушные петельки. То есть мы повторяем первые 3 рядочка. А соединять вот этот ромбик мы уже будем столбиком. Предлагаю провязать 3 рядочка, как мы с вами вязали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Веерочек. То есть раппорт узора всего 4 рядочка. 3 мы вяжем воздушные петельки и столбики, а в 4 мы вяжем вот такие ромбики и соединяем узор между собой. В чем и прелесть, и красота этого узора получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаем наш ромбик и провязываем просто столбики. В самом начале, в самом конце у нас их по 3. Что у нас получилось? Вот после ромбиков еще 3 рядочка, как мы с вами и вязали. Теперь нам нужно их присоединить, все эти наши ромбики, все наши вязания. 2 воздушные петли подъема, 2 столбика с одним накидом. Почему 2? Потому что так край выглядит аккуратнее, чем 3. Вот, поэтому 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, и наша задача в самую вершинку нашего ромбика, в самую вершинку вот сюда, вот, за нее подхватиться, через все наши воздушные арочки провязать столбик с одним накидом. Мы их потом все выровняем, и у нас получится вот такой интересный узорчик. То есть у нас арочки, ромбик, арочки, ромбик. 1, 2, 3 воздушные петли, поворачиваем вязание, вяжем все то же самое. То есть мы с вами повторяем наш красивый узор, мы вяжем ромбик, да? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Поворачиваем и провязываем в обратном направлении все наши 5 столбиков. Все, которые у нас есть, включая подъемные петельки, вот они у нас, их тоже мы провязываем. И потом смотрим, где наш веерочек, просто веерочек вяжем, как всегда. То есть задача очень несложная, согласитесь, а узор очень интересный, такой затейливый, подойдет абсолютно для любых ниточек. Я почему взяла меланж, миксы, потому что очень часто меня спрашивают, что можно связать из микса. Вот смотрите, как интересно смотрится узор из микса. Вот он у нас будет: воздушные арочки и ромбик, воздушные арочки и ромбик, между ними веерочки. Согласитесь, 1, 2, 3, 4, 5. Очень красиво, симпатично подхватываем наш ромбик, воздушные петельки и провязываем 1, 2, 3, разворачиваем вязание, на набранной воздушной арочке провязываем 5 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание и провязываем столбики нашего ромбика, все, которые у нас есть. Вот такой узор. Я надеюсь, что он вам понравится. Схема достаточно интересная и вяжется интересно. А когда вяжется интересно, то как-то и быстро получается. Потому что когда узор монотонный, то вязать как-то скучно, согласитесь.
А здесь узор такой: повороты, воздушные петельки. Все вроде бы просто, но достаточно интересно. Довязываем наш узорчик. Вот такого симпатичного плана. И миксовые ниточки очень интересно смотрятся. Как вы считаете? 1, 2, 3, 4, 5. Подхватываем наш ромбик за уголочек. Вот сюда. Протягиваем через все воздушные арочки. 1, 2, 3. И провязываем 5 столбиков туда и обратно. 1, 2, 3, 4 и 5. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание, довязываем по факту столбики, которые у нас есть. Последний тоже. Присоединяем к нашим 3 столбикам, которые у нас есть. Если это будет планочка, допустим, можно 3 столбика, можно сделать больше. Если вы захотите связать, допустим, жилет или кардиган, или может палантин таким узорчиком. Вот он у нас такой вот целиком красивый получается. Смотрите, вот такая красота. И мне кажется, миксовые ниточки, они тоже придают особую красоту любому узору. А как вы считаете? Пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Огромное спасибо, что смотрите, пишите. Всегда на связи. Для меня это очень ценно. Узорчик мы сегодня с вами разобрали. Вот такого плана. Всем хорошего настроения. До новых встреч!